Как изменилось лицо власти за 20 лет? Эпоха российской истории, которая будет связана с именем Владимира Путина, началась 9 августа 1999 года. Тогда, конечно, никто не мог предположить, что не слишком широко известный директор ФСБ, назначенный главы правительства России, продержится у власти 20, на данный момент, лет. Как долго продлится эпоха Путина, не знает сегодня опять-таки никто. Хотя ответ на часто задававшийся 20 лет назад вопрос «Who is Mr. Putin?» сейчас уже куда яснее, чем в первые годы его правления. Владимир Путин, надолго ставший лицом российской власти, менялся и в политическом, и в человеческом, чисто физическом плане. В нашей фотогалерее отражены эти изменения за 20 лет путинской эпохи. Президент России Владимир Путин на праздновании Дня Москвы. Сентябрь 2016 года. Владимир Путин назначен главой правительства России. Август 1999 года. Первый президент России Борис Ельцин покидает Кремль после официальной церемонии передачи власти Владимиру Путину. 31 декабря 1999 года. Избранный на должность президента Владимир Путин. Март 2000 года. Президент Владимир Путин и лидер фракции «Союз правых сил» в Государственной Думе Борис Немцов. Июль 2000 года. Немцов, в конце 90-х называвшийся в числе возможных преемников Ельцина, позднее стал одним из самых резких критиков режима Путина, лидером так называемой несистемной оппозиции и был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом каменном мосту, в нескольких сотнях метров от Кремля, во время поездки в Карелию. Август 2001 года. Владимир Путин в Нью-Йорке у мемориала погибшим в результате террористического акта во Всемирном торговом центре. Ноябрь 2001 года. На рыбалке в дельте Волги. Апрель 2002 года. Владимир Путин с семьей на отдыхе. Лето 2002 года. На саммите АТЭС в Бангкоке. 2003 год. В резиденции Ново-Огарева с лабрадором Кони. Июль 2003 года. На учениях ВМФ России в Баренцевом море. Февраль 2004 года. Президент Владимир Путин и президент США Джордж Буш во время официального фотографирования с лидерами других стран-участниц форума АТЭС в Чили. Ноябрь 2004 года. Посещение мемориала памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. Апрель 2005 года. Владимир Путин и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева на церемонии награждения в Кремле. Декабрь 2005 года. Президент Владимир Путин в Кремле. Июнь 2006 года. Во время посещения новой штаб-квартиры Главного разведывательного управления, ГРУ, Генерального штаба Вооруженных сил России. Ноябрь 2006 года. Владимир Путин с супругой Людмилой и бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-старшим на церемонии похорон первого президента России Бориса Ельцина. Апрель 2007 года. Во время поездки по Белгородской области. Сентябрь 2007 года. Владимир Путин во время визита в Болгарию. Январь 2008 года. В мае того же года по предложению Путина главой государства был избран бывший премьер Дмитрий Медведев. Сам Владимир Путин после 2 президентских сроков подряд занял пост главы правительства, поменявшись местами с Медведевым. Как выяснилось, только на 4 года. Премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече в Москве с главой Великой социалистической народной ливийской арабской джамахирии полковником Муаммаром Каддафи. Ноябрь 2008 года. Через 3 года, в октябре 2011, Каддафи был свергнут повстанцами и убит. Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на церемонии в Дрезденской государственной опере, где он был награжден орденом Саксонской благодарности. Январь 2009 года. В 1980-е годы, в бытность офицером КГБ, Путин служил в Дрездене. Во время отпуска в Южной Сибири. Август 2009 года. Путин посещает исследовательский центр подготовки космонавтов имени Гагарина в звездном городке под Москвой. Апрель 2010 года. Премьер-министр России Владимир Путин во время рабочего визита в Украину. Октябрь 2010 года. У могилы неизвестного солдата в Москве. Май 2011 года. Путин взбирается на стену во время поездки на молодежный образовательный форум на озере Селигер. Август 2011 года. На заседании Русского географического общества в Санкт-Петербурге. Апрель 2012 года. В 2012 году после 4 лет премьерства Владимир Путин вновь был избран президентом России.
На снимке Путин и его жена Людмила покидают церковь после церемонии инаугурации на Соборной площади в Кремле. 7 мая 2012 года. Спустя год с небольшим супруги Путины объявят о разводе. Официально президент России пребывает в статусе разведенного. Во время церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Москве. Май 2013 года. Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама на саммите G8 в Северной Ирландии, Великобритания. Июнь 2013 года. В 2014 году, после аннексии Крыма и начала украинского конфликта, Россия была исключена из Большой Восьмерки. Владимир Путин в Минске на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, где обсуждалась ситуация в Донбассе. Август 2014 года. Президент России раздает автографы после традиционного новогоднего приема в Кремле. Декабрь 2014 года. С канцлером Германии Ангелой Меркель после переговоров в Москве. Май 2015 года. На ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве. Декабрь 2015 года. Во время посещения Святой горы Афон в Греции. Май 2016 года. Владимир Путин и художественная гимнастка Маргарита Мамун во время церемонии награждения в Кремле. Август 2016 года. В День защитника Отечества у могилы неизвестного солдата в Москве. Февраль 2017 года. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на отдыхе в Республике Тыва. Август 2017 года. После завершения финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Июль 2018 года. Тогда Путина критиковали за то, что над ним охрана раскрыла зонт, в то время как стоявшие рядом президенты Франции и Хорватии, чьи сборные играли в финале чемпионата, мокли под дождем. На матче ночной хоккейной лиги на Красной площади в Москве. Декабрь 2018 года. Хоккейные достижения Владимира Путина то ли огромные, то ли гротескные. В ночной лиге ему случалось забивать по 8 и даже 11 шайб за матч. Во время посещения Валаамского монастыря в Карелии. Июль 2019 года. Президент России Владимир Путин. 2019 год, второй год его 4-го президентского срока и 20-й год фактического правления. Напишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Приятного просмотра!